Отель, в котором мы будем жить 7 дней, называется Трулис Апарт Отель. Все-таки нам придется ждать 3 часа. Парень с ресепшена нам посоветовал таверну, которая находится в порту. Называется она Нест. Ай, какие громадные порции. Мы взяли, как обычно, греческий салат, просто громадный. О, какие комплиментики. И главное, что мне достанется оба. Вот так выглядит основной пляж, который самый близкий к нам. Классический сет 20 евро, а сет Seafront 30 евро. Однако ж цены. Какие первые впечатления о пляже? Пляж отстой. Завтраки оказались очень даже приличными для такого двухзвездочного отеля. Проблемы? У нас вода идет с пола в санузла и воняет канализацией. Так, мы сейчас собрались на пляж Каравастаси, в котором мы были уже много раз. Вот он, пляж Каравастаси. Зашибись. Цена растет, конечно, не по-детски. Всем привет! Это второй выпуск о нашем отдыхе в поселке Бали, острова Крит. В предыдущем выпуске мы рассказали о первых впечатлениях от нашего отеля и номера, в котором мы разместились. Посетили 2 пляжа. Подсказка об этом видео наверху. В этом видео мы продолжаем знакомиться с пляжами поселка, его окрестностями и поделимся нашими общими впечатлениями от поселка. Доброе утро! Сегодня мы идем на пляж Ливади. Это минут 10 ходьбы. На этом пляже не были никогда. Посмотрим, какие здесь цены на лежаки, насколько нам здесь комфортно будет. Пляж Ливади песчаный с пологим входом. Самый протяженный из всех пляжей поселка. А пляжей в Бали целых 5. Как видим, и на этом пляже та же картина, что и на пляже Варкотопос. Плотные ряды лежаков, полно людей. Идем вдоль всего пляжа. Периодически спрашиваем, сколько стоят лежаки. В среднем 15-20 евро за комплект. Наконец-то поделились с местом, где можно позагорать. Нашли более-менее приличные лежаки. 15 евро сет. Мы выбрали, на наш взгляд, самое малолюдное место на пляже. И уже в первый раз искупались. Остались неожиданно приятные впечатления. Чистый мягкий песок на дне, пологий вход и прозрачная вода. А чуть дальше каменная гряда с рыбками. Зашли в кафе напротив пляжа, выпить по чашке капучино. Довольно чивненько здесь, приятненько. Вдоль пляжа здесь идет такой небольшой променад. Довольно приятное место. Слева многочисленные кафе, ресторанчики, таверны. Пожалуй, это единственное место в Бали, где можно приятно прогуляться, потому что в основном это прогулки по проезжей части и по горкам вверх-вниз. Я решил здесь прогуляться для того, чтобы наметить какую-нибудь таверну, в которой мы смогли бы здесь пообедать. Тут, пожалуй, самое густонаселенное место на этом пляже. Все натыкано просто вплотную друг к другу. И людей здесь гораздо больше, чем в нашем месте. Это самая восточная оконечность пляжа Ливади. Тут есть даже устройство для
входа в воду инвалидам на инвалидных колясках. Ну вот подходим к нашему месту, где мы расположились. Народу, конечно, прибавилось, тут тоже уже полно людей. Идем обедать. Выбрали таверну Ливади. Она находится в самом конце пляжа. Таверна Ливади находится прямо перед ночным клубом Бабу. Перед таверной здесь растут кабачки или тыква. Греческий салат. Порции традиционно большие. Взяли, как обычно, дораду. Счет 37 евро. Но мы еще заказали цадзики и комплимент. Ну что, таверна Ливади оказалась классной таверной. Конечно, графинчик вина и графинчик раки играют большую роль в оценке таверны. Тем не менее, таверна оказалась здоровской. Рядом с нашим поселком Бали есть монастырь, называется Айос Иоаннис Продромос. Мы решили его посетить, тем более, что погода позволяет, стало комфортно, не жарко. Мы поднялись немножко наверх на гору. Сейчас зайдем в монастырь, вроде бы с 6 вечера он открывается. Другое название монастыря – Атали. Он расположен на холме с живописным видом на море. А первые письменные упоминания о монастыре относятся к 1628 году, то есть к периоду венецианского господства. Центральный храм посвящен святому Иоанну Предтече. В церкви сохранились старинные фрески и венецианские элементы архитектуры. В монастыре живут всего 2 монаха. Священник нас встретил, мы немного пообщались, передали имена наших близких, за которых он обещал помолиться, и поставили свечки за здравие и упокой наших родных. Трудно себе представить, как этим 2 монахам удается поддерживать все это монастырское хозяйство в порядке.
А тут, кажется, мы стали невольными свидетелями обряда благословения на однополый брак. Как и во всех греческих монастырях, здесь царит атмосфера умиротворения и покоя. Доброе утро. У нас испортилась погода, поднялся сильный ветер, температура воздуха упала. Утром было плюс 20, сейчас не выше 23. На море сильная волна, вряд ли мы сможем купаться. Мы впервые воспользовались лежаками, которые находятся напротив нашего номера. Мы тут разместились, проведем здесь какое-то время, погуляем по поселку. Решили для начала прогуляться по поселку, посмотреть, что происходит на пляжах. Для начала идем на ближайший наш пляж Варкотопос. Вот так пляж Варкотопос выглядит сверху. Волна, конечно, серьезная. Бичбои пытаются спасти лежаки, вытаскивают их на более сухое место, хотя здесь везде мокро. Как мне нравится Греция, ведь прогноз погоды был еще известен вчера, ведь это можно было бы все сделать вечером, стащить все лежаки в безопасное место. Нет, дождемся, когда это случится, и тогда будем решать ситуацию. С пляжем Варкотопос все понятно. Теперь идем на пляж Ливади. Пляж Ливади. Тут хоть народ пытается попрыгать в волнах. Мы дошли до гавани Бали. Здесь такой небольшой пляжик, помимо основного пляжа в гавани. А теперь я хочу сделать более подробный обзор нашего номера. Мы здесь пожили уже несколько дней, и можно уже делать какие-то выводы. Кстати, парень на ресепшн, когда мы заселялись, сказал, что это один из его любимых номеров. Ну, во-первых, перед нашим номером большая терраса с лежаками, со столиком, с зонтиком и с отличным видом на море.
Мы заходим в номер. Наш номер называется Deluxe Studio Sea View. У нас большая кровать. К сожалению, на кровати нет покрывала. Видно, что номер реновирован, новая мебель, но, к сожалению, есть нюансы, потому что в угоду идеи дизайнера страдает, как всегда, удобство и функциональность. У нас есть мини-кухня. В мини-кухне есть холодильник, плита двухкомфорочная и, к сожалению, на кухне у нас есть муравьи. Они всегда есть. Справа шкаф. В шкафу мало было вешалок. К сожалению, небольшой набор кухонных принадлежностей. Вот это все, что у нас есть. Сковорода это мы привезли с собой. Здесь стояла своя сковорода, убитая, правда, и одна большая кастрюля. Мы попросили еще одну маленькую для каши. Так, идем в санузел. Самые большие претензии к санузлу. Во-первых, у нас постоянно воняет канализация вот отсюда. Вначале даже отсюда лилась вода. Мы вызывали сантехника, он здесь что-то прочищал. И вроде бы вода больше оттуда не поступает, но вонь оттуда идет. Здесь у нас унитаз, душевая кабина. Никаких полок нет для шампуня или для душа. Приходится ставить на пол. Точно так же, как никаких практически полочек нет в районе умывальника. Вот так вот мы ставим все, что нам нужно. Даже не было стакана для зубных щеток. Мы взяли бутылку пластиковую, порезали пополам, и получилось у нас такой стакан. К сожалению, еще есть одна проблема здесь. Это ночной клуб «Бабу», который расположен вроде как далеко, но после 9 вечера там играет музыка до 3 ночи. И низкие частоты пробиваются, и первую ночь нам было очень сложно уснуть. Потом мы как-то привыкли, мы закрывали балкон. В номере есть кондиционер, работает тихо, бесшумно. На стенке большой телевизор, тут несколько греческих каналов. Wi-Fi хорошо берет на террасе перед входом в номер. В самом номере практически нет Wi-Fi. Из плюсов номера это большая терраса перед входом в номер с лежаками и зонтиком. Сам номер довольно-таки просторный, новая мебель, хороший ремонт. Из минусов это, как я уже говорил, запах канализации, это муравьи и звуки музыки из ночного клуба «Бабу». В целом отель произвел на нас приятное впечатление. У отеля прекрасное месторасположение, практически в центре поселка. Все пляжи в пешей доступности. Совсем рядом 2 таверны. Отель состоит из нескольких корпусов, 6 или 7, точнее не скажу. 2 бассейна, большинство номеров реновированы. Наш корпус и соседние расположены дальше всего от ресепшн, но зато номера имеют шикарный вид на залив и свой отдельный бассейн. В отеле неплохие завтраки для 2 звезд и очень доброжелательный и приветливый персонал. А теперь попробую ответить на вопрос,
стоит ли вообще ехать в поселок Бали? Как я уже упоминал в предыдущем выпуске, в Бали мы были неоднократно, но только проездом, чтобы попасть в самую дальнюю бухту поселка Эвита, на пляж Каравастаси. Из окна автомобиля поселок не выглядел для нас привлекательным. Обычно туристическая резервация. В конце концов мы все-таки решили пожить здесь неделю. Пожив, мы укрепили свое мнение, что это место не для нас. Что не понравилось? Пляжи, их 5. Все похожи, у всех одна и та же болезнь. Плотная забитость лежаками, высокая цена, многолюдно, шумно, отсутствие личного пространства. Ни о каком релаксе здесь речи нет. Исключение – пляж Каравастаси. Инфраструктура, магазины. Здесь явно не хватает хотя бы одного сетевого супермаркета типа Халкидакис или Синка. Здесь есть пара сетевых мини-маркетов Фестас, но они скорее напоминают сельпо со скудным ассортиментом продуктов и напитков. Остальное – практически одни сувенирные магазины. Таверны. Но тут выбор неплохой, и цены не выше, чем в других местах северного побережья. Прогулки по поселку не доставят особого удовольствия. Мало тротуаров, приходится гулять по обочинам проезжей части. Единственное приятное место для прогулок – это небольшой променад вдоль пляжа Ливади. В целом, если вы любите быть в гуще людей, то, возможно, вам здесь понравится. Мы же по-прежнему считаем, что сюда есть смысл приезжать только ради бухты Эвита. Если понравилось видео, поставьте лайк и не пропустите следующий выпуск. Всем пока! Едем на южное побережье острова, в Матулу. Ну, жестяно довольно-таки с парковкой здесь. Пришли на пляж, но сейчас будем искать место. Ищем свободное место, но пока не можем найти. Как бы душ есть, но нет воды. По факту обстановка на пляже Матулы следующая. Свободных лежаков нет, душа нет. Мяу. What is that about you? What you think about it is crazy?